Всем привет! Решил добавить новый формат на канал. Раз в 2 недели буду подводить итоги, скажем так, с торговлей, с результатами, какие я делаю выводы, изменения в торговле. Поэтому, думаю, будет интересно посмотреть тем, у кого нету много времени, чтобы смотреть сами торговые сессии. И как-то как-то так. Сделал небольшие себе заметочки, чтобы на них ориентироваться по ходу видео. И первое, с чего, я думаю, начнем, с цифр самого как бы основного для многих. То, с чего я начал торговать и какой у меня сейчас баланс и к чему я иду. Так, сегодня у нас 16 число. Первую торговую сессию я записал 4. Я перешел торговать на Tiger и перед этим торговал на бэкпаке. Там дроп фармился, и я все несколько месяцев был там. Заходил я, начинал торговать со 120 долларов. Я на бэкпаке, точнее, завел 100 долларов. Получилось немножко поднять баланс, заработал там 20% и завел уже, когда там закончился сезон дропа, завел на Тайгер. На Тайгере продолжил торговлю со 120 долларов. За 2 недели мне удалось с этих 120 дойти до 133. Это примерно 11%. За 2 недели я наторговал с риском 1 к 1, и риск на сделку у меня сейчас 1% от баланса. То есть, если я начинал торговать со 120 долларов, то мой стандартный риск на сделку доллар 20. Ну и профит примерно 1 к 1, так что я чаще брал доллар 20 профита, либо же иногда 1 к 2. Там по ситуации, по тому, какой рынок, какие моменты и там от других нюансов все зависело, скажем так. Так, коротко расскажу о рынке в это время. Рынок у нас, в принципе, был очень хороший, было много волатильных монет, выходили новые токены, на которых была очень сильная волатильность. И в целом трейдеры вели себя довольно предсказуемо в том плане, что когда большая волатильность, как мне кажется, большинство трейдеров пренебрегают каким-то анализом и чаще начинают торговать на эмоциях. А это делает их торговлю более предсказуемой и, соответственно, проще брать прибыльные сделки. Так, небольшой вот так. Дальше я буду про анализ ошибок. Анализ ошибок. Точнее, нет, я вот забыл сказать о том, что за эти 2 недели в сумме я совершил 21 торговую сессию, и из них 6 торговых сессий у меня закрылись с минусом, и примерно, ну, точнее не примерно, а точно 15 закрылось в профит. Примерно получается 2 к 1. Не, 2 к 1. Да, 2 трети закрылось в профит, и 1 третья закрылась в убыток. Так, что дальше? Дальше хотел сказать про анализ ошибок. За это время я, скажем так, наверное, были у меня дни, когда я очень сильно нарушал и довольно-таки неприятно из-за этого ловил последствия. В принципе, большинство моих убыточных дней закрывались в убыток, потому что я не смог сдержать себя. Сейчас немножко подробнее об этом расскажу. У меня было примерно 5 дней за эти 2 недели. Точнее, не 5 дней, а 5 торговых сессий, где я очень сильно пренебрегал своими торговыми правилами. Извиняюсь за мой русский. Так, пренебрегал правилами и, скажем так, выходил за рамки того, с чего я начинал, когда садился за терминал. Основные у меня были две проблемы, с которыми я столкнулся. Это я перезаходил. То есть у меня есть правило, если я словил убыточную сделку в самом начале
то я больше не торгую вот эту монету. Например, я открыл терминал, увидел свою ситуацию, в которой я хочу зайти и поторговать. Захожу, ловлю минус, я эту монету на этой торговой сессии не должен больше открывать и торговать. Поэтому, но, к сожалению, я иногда не всегда могу себя сейчас сдерживать и перезахожу, пытаюсь как-то там отбить риски, и больше начинается торговля на эмоциях, и поэтому на этом терял деньги. И вторая причина, по которой я нарушал, это увеличение объема. То есть, если м, я торгую, и у меня, например, есть ситуация, которая я зашел в сделку на свой стандартный объем, выставил стоп-лосс, выставил take profit. Ну, мне нравится, как она идет. Мне нравится примерно все, как цена себя ведет, и создается у меня впечатление, что я все делаю верно, и можно даже добавиться. То есть я могу зайти на еще такой же объем. То есть в сделке у меня уже мой двойной объем стоит. И такие сделки также забирали у меня много профита, потому что даже да, заходил я в убытки. Из таких сделок начинается, я бы сказал, начинается прям вот этот каскад нарушений, когда зашел на повышенный объем, меня выбило, но я в эту монету сильно верил, и там уже я начинаю вторые нарушения, это перезаходы и так далее, начинаются большие сливы. Так, и за этот месяц был еще одно, скажем так, как одна аномальная торговая сессия, за которую я потерял почти весь депозит, но там у меня просто монетка маска, я помню, валилась сильно, я себя не смог сдержать, много перезаходил, много доливался, скажем так, и просто сидел на эмоциях, вот это торговая сессия. Много перезаходил, много доливался, не смог себя сдержать, и там я примерно потерял $100. Кстати, да, я когда подводил, когда подводил итоги, я не считал вот эту торговую сессию одну, потому что фактически я на этом моменте потерял был депозит, и после этого, я не знаю, прям не хотелось торговать, хотелось отдохнуть, поэтому, не знаю, прям как-то выбила меня она из колеи. После этого немножко отдохнул, все, вот ушел, но эта торговая сессия мне была все, скажем так, в принципе, весь прибыльную серию остановила, и я после этого как раз начал задумываться об возможных изменениях в своей торговой стратегии и правилах. Более их ужесточил, более, м, скажем так, сделал точными, потому что у меня были, ну вот примерно такой риск. Или вот, ну, там примерно я буду перезаходить там только один раз. Мне можно и перезайти один раз. Но я понял, что это не работает, и полностью убрал перезаходы со своей торговой стратегии. Типа мне теперь нельзя перезаходить, если я словил убыток, эту монету я не торгую на этой торговой сессии. Только есть такой небольшой нюанс, если я уже эту монету торгую и первые сделки шли в профит, то есть у меня примерно на этой монете за эту торговую сессию там плюс доллар, плюс 2. Но и я словил какой-то там минус доллар убыток. То в принципе на этой монете у меня нет отрицательного баланса сейчас, и я могу еще раз зайти. То есть, но если я выхожу за, скажем так, меньше, чем ноль на этой монете, я больше не захожу в эту сделку. Это такие правила у меня сейчас на данном этапе торговли. И второе, точнее, правило есть еще, что я не добавляюсь. Я сейчас, я думаю, это еще, возможно, подкорректирую правила, но пока на данный момент я должен заходить только на свой стандартный объем. То есть у меня сейчас риск 1% от депозита стандартно, с которого я начинал, и это $1.20. Я должен зайти, поставить этот риск в $1.20, зашел в сделку, мой стоп-лосс $1.20. Я не должен его увеличивать ни при каких обстоятельствах.
Если нужно зайти на больше или меньше объем, меньше можно риск ставить, больше риск ставить нельзя. Вот так вот. Так. э, Изменения. Ну, изменения в процентах я примерно сказал, какой у меня баланс, все. И еще одну из самых важных информаций, которые я заметил, но, как мне кажется, вообще мало кто на это определяет внимание. Смотрите, я торгую сейчас через Tiger, и тут есть такая штука, что мне возвращается 45 кстати, написано 45% от моих комиссий. То есть, если я захожу в сделку и у меня комиссия доллар, например, то 45 центов мне вернется на следующий день, там, не помню, в 15:00, кажется. И вот смотрите, вот если посмотреть мои комиссии, то за это время, тут написано за все время, но именно на этом счету я с 4 числа торгую, мне вернулось 11 долларов в комиссиях. Это 45% того, что я фактически мог потерять, просто заплатить бирже, например. И 11 долларов мне просто вернулось на комиссию. То есть фактически, если отнять было бы без возвращений, то я здесь был бы на 2 доллара в плюсе. А комиссии здесь берутся от стандартных бинансовских. То есть если бы я торговал на самом Binance, в сумме я бы заплатил 11 долларов, мне вернуло это 45%, то есть примерно где-то еще, наверное, 13 долларов у меня забрало. То есть, ну, плюс-минус 25 баксов я отдал бы Binance просто на комиссиях, и мой бы баланс был в нуле. То есть фактически я как бы прибыльный трейдер, торгую в плюс, но весь мой профит просто забирается биржей на комиссии. И просто типа, у меня было бы реально, если бы не вот эти 11 долларов, которые мне вернул Тайгер ну, за то, что я вот здесь торгую, у меня бы был сейчас намного меньше результат. Поэтому я считаю, что комиссии, то, что возвращает, это очень сильно важно. В основном трейдеры над этим задумываются или обращают на это внимание, когда уже больше торгуют на большие объемы, и там какой-то 0,01% эта комиссия, это уже какие-то там 100 долларов, то тогда они могут уже начинать обращать внимание. Но мне кажется, это неправильный подход, точнее неправильный подход тех трейдеров, которые на это не обращают внимания. Даже если у тебя вот как у меня 100 долларов, либо там меньше, но в процентном соотношении вот это возвращение комиссии дает очень сильный результат. То есть сами видите на вот этом примере, что да, типа даже если бы я фактически торговал в ноль, то из-за комиссии я уходил бы в минус. А так я, в принципе, зарабатываю. Если брать без учета комиссии, то тут должно быть еще там на 10 долларов больше прибыли, но это уже так понятное дело, что биржи и всякие вот эти терминалы должны зарабатывать. Но вы вот видите все на ярком примере. Поэтому, как мне кажется, это очень важный момент, и нужно на это обращать внимание. Так, ко мне пришли вовремя, в принципе. И я рассказал все основное, что хотел. Так что на этом буду завершать видео. Надеюсь, узнали для себя что-то полезное. И примерно через 2 недели запишу, как закроется месяц. Все, всем пока.